ребята! Ха-ха! Привет, друзья! Поле здесь супер. Там такие находки были, закачаешься. Ё-моё! Вот это да! То бишь 1,5 гроша серебряных. Ох, это средневековье. Вот это аллилуйка у нас выпала, да? Ну а вы на канале Золотое Хобби, между прочим. А это значит, что сейчас будем копать золото. Так же и оглохнуть можно. Сигнал, конфетка, ребята. Где-то тут что-то есть. И не глубоко. О, ха! Ногой выбил, ребята. Лопата отдохнула даже. Слушайте, зелененькая монетка. Вот тебе на. Не ожидал даже, что получится. Так. Это хоть монета? Сейчас почистим. А, тут чисти не чисти. Царь Какалий первый. Но это точно монетка. Рыбачки уже уехали. Я пока что копаю. Ходил я вон где он, на том дальнем холме. А теперь перешел сюда, решил попытать счастье. Мало ли здесь что-то было. Здесь комрад бегал, который под дождем со мной копал. Говорил, нашел крышку серебряную от часов. Может, я сейчас часы подниму. Золотые. Офигеть, сколько камней на этом холме, ребята. Даже не знаю, как здесь что-то вырастет. И вырастет ли вообще. Сомневаюсь, что здесь жили. Хотя вот монетка есть. Но, скорее всего, это у нас потеряшечка. Вот она. Потеряшечка, малышечка. Так, о, понятненько. Это у нас поздние советики. Я решил, ну его нафиг копать эти новые советы, блин, ну их. О, вернулся опять на то место, где уже все вытоптано, гляньте. 5 минут походила и монета, вот это да. Вон она. Надо было сразу сюда идти, но я подумал, надо проверить, что ж там за холм такой загадочный. Вот лежит монетка, гляньте. Зеленая. Так. Что это у нас такое, ребята? Что-то убитое, что ли? Да это просто загадка какая-то. У нее такой кант, как у империи, но при этом медь. Цифру, которую я здесь разглядел, это 20 и копеек. Ну как может быть медных 20 копеек, да еще у империи? Ну по дизайну, посмотрите. Это медь. Слушайте, что это за монета вообще такая? А может это вообще какая-нибудь фальшивая? Медная покрывали серебром и выдавали за 20 копеек медных. Ой, серебряных. Вот это будет фокус, если это так. Может, я уникальную монету нашел. Так, друзья, ну что у нас? Снова какой-то сигнал. Малышок. Вот он. Что это у нас такое? Ха! Вы это видите? Серебро. Вот это да. Вот как. Снова у нас выпала крестинка. Стал я опять ходить поперек своих следов. И вот гляньте. Красотень какая. О, почистил, чтобы еще лучше видно было. Гляньте, сохранчик-то. Бомба у нас.
Вот это прелесть. Тут еще таких монет вагон. Так, Дуся говорит, что нашла империю, и я склонен с ней согласиться. На сей раз, видите, такая маленькая зелененькая монеточка. О, ребята, офигеть, вы это видите? Я думал, это Николай II. Так, мы это не будем тереть, потому как это у нас Александр. Ну, Дуся выдала мне монету, да? Я уже чуть было домой не засобирался, тут время уже поджимает. Гляньте, какая красота. У нас 1/2 копейка Александра III, по-моему, 94 год. Последний год его царствования, между прочим. Вот это да! Вот это нечастая находочка. Тем приятнее ее поднять, ребята. Тем более, друзья, глядите, все это, вон уже я ходил здесь вдоль, теперь хожу поперек. Вот это да! Друзья, вон то поле. Вот эти одинокие следы, это я ухожу с него. Видите, ухожу. Но прибор не выключаю. Как вы думаете, что случилось? А вот что. Сигнал был такой, я не мог не копнуть. Ребята, здоровая монетина. Ай-яй-яй, это что-то большое. Ого-го. Сейчас будем разбираться. Хо-хо-хо, ребята! Я его даже тереть не буду. Среди них бывают офигенно редкие. С этой стороны, видите, читается как нормально. С этой хуже. Праздник какой-то, ребята, мне снова монетка, причем сверху лежит. Мне даже не пришлось, как говорится, лопату расчехлять. Гляньте, иду себе, трыньк, звоночек, и уже даже видно, что это, ребята. Ну как вам эта красота, а? Мне так просто супер. Давайте глянем. Вообще сверху лежала. Это у нас, ребята, полкопейки. Ну, маленько почистил. 27-й год у нас. По-моему, 27-й это не редко. Но смотрите, как у нее красиво здесь все читается. Но приятно. В общем, я уже понял, куда я приеду в следующий раз. Думаю, вы тоже поняли. В ближайшее же время приеду снова на это поле. Мне кажется, я нашел здесь еще одну точку, где советские монеты лежат. Но они тоже, говорят, хорошие бывают, а? Нет, ребята, вы это видите, а? Сейчас увидите. Ну, что поделаешь? Ну, снова сигнал у меня был. Причем офигенный. Абсолютно невозможно было игнорировать. И я не стал. Кто я такой, чтобы игнорировать? Слушайте, опять монета здоровая. А на сей раз это империя, ребята. Николай I у нас. И это у нас, по-моему, копеечка серебром, которая из меди. 40-й, что ли, год. Вот это да.
Ну как тут уйти, а? Скажите, вот как вот уйти с такого места, а? Вот черт. Короче, дал себе еще 10 минут и тут же со страху нашел монетку. Вон она в ямке-то. Слушайте. Вот это да. В принципе, поначалу коп был неплохим. Потом что-то провис. Но я не зря вернулся сюда. Гляньте, снова пятачок у нас. Ух ты! 35-й год. Да ёшкин конь. Да чтоб мне не сойти с этого места. 35-й год. И со старым гербом. Я только сейчас понял. Ёпрст. Да как такое может быть вообще? Друзья, надеюсь, вы меня простите за это. Ну, в смысле, что я это вот нашел, не оставил тут никому. Я надеюсь, вы меня простите за то, что я пока тут все не выпью. Видео выкладывать не буду. Ну его нафиг. Такие монеты валяются. Не хуже золота. Да, я еще под большим впечатлением, ребята, но у меня снова находка. Часики тикают, но я хожу медленно, потому что приеду сюда еще раз. Смотрите, что у нас лежит. Что-то крестовидное, ребята. Вот только не знаю что. Ой. Ну, если это крест, то очень странный. Может, это скорее было какое-то украшение? Вот такая штука, ребята. Видите, будильник мне все время напоминает. Ё-моё. Ну вы сейчас вот забудьте обо всем, что видели только что. Ей-богу, забудьте, потому что это было все фигня по сравнению с тем, что я только что выкопал. По крайней мере, я так думаю. Сигнал был. Думал, ну пробка очень слишком сильный. И посмотрите, что у нас лежит. Друзья мои, я уверен, что это у нас серебро. Это большая серебро... О, ребята! Ребята здесь не копали, я уверен. Не может быть, чтобы такие монеты лежали там, где ходили. Это вот значит... Пацаны, это полтинник советский. Ребята! Ха-ха! Чуваки! Я просто... Вам не передать какой-то кайф. Просто не передать, чуваки. Это просто непередаваемый кайф. Друзья, мне сейчас эмоции просто зашкаливают. 3 таких монеты практически подряд классных. Это просто что-то с чем-то. Я вот полтинник советский находил один раз всего. По-моему, 24-го года. Это было 2 года назад. И все. А этот, посмотрите, какой красивый, а. И не затертый вообще. Так просто пятна какие-то. Вот это бомба. Эта камера не в силах передать вообще всей красоты этой монеты и всей моей радости. Кстати, снимал я все это дело на планшет, в том числе и стихи про тяжелую жизнь простого копателя. Тяжелая и неказиста жизнь простого копаря. Машет он лопатой быстро, не находит ничего. Но в тот момент я даже не догадывался, что самая крутая находка ждет меня на последних минутах копа. Так, друзья, снова сигнал у нас. Я все добавляю время, но время течет как песок.
Слышите, какой хорошенький. Но не такой, как у того серебра, пониже чуть-чуть. Я цифры не смотрю, мне некогда. Сигнальчик похуже стал. А нет! Ха-ха! Ребятки, монета! Ха-ха! Вон она! Ребята, это у нас снова пятачок. Ну-ка. Ой, что это у нас такое? 33-й, что ли? 33-го года у нас 5 копеечек выпало. Ну, красотень. Друзья, каюсь, но я в тот момент даже не осознал, что монета эта не рядовая. Ну, не знал я, что пятак 33-го года редкий. Ну, друзья, слышите, опять у меня звенит будильник. Топаю домой, но я сюда вернусь. I'll be back. Друзья, еду, а перед глазами стоят эти находочки. Друзья, вы знаете, что некоторые из вас увидели эти находки уже вчера, в момент, когда я их только поднял из земли. Представляете? Все, что для этого нужно, быть подписанным на мой инстаграм. Я стараюсь выкладывать там по несколько фотографий в день. И, конечно, как только я нахожу что-то прямо в поле, независимо от погоды, эта монета появляется, как есть, грязненькая, ну или не очень, в инстаграмчике. Я хотел бы поговорить вот об этом чуде. Посмотрите на эту монету. Я специально положил рядом с ней 20 копеек. Нашел среди своих старых находочек аналогичную двадцатку. Но посмотрите, что вы видите здесь. Тоже надпись 20 копеек. Тот же размер. Если мы ее перевернем, к сожалению, из-за изгиба она затерлась, но на ней видно очень хорошо, что был герб с орлом. Вот такой. Не такой, конечно, красивый, как здесь. В силу того, что это, ребята, медь. Более того, этот герб еще и повернут относительно надписи под углом. Вот так, что это за загадка? Что это за медные 20 копеек? Я думаю, что, скорее всего, это была фальшивая монета, которая выдавалась за серебряная. Была когда-то посеребряна, после чего попала в землю, к сожалению, иначе был бы, наверное, уникальный. Ну что, поехали? 25 монет за один коп, я считаю, это очень круто. В наши выбитые времена это просто какая-то мега-супер удача. Вот это, ребят, какой-то из полтораков, то есть 1,5 серебряных гроша. Я так думаю, что это какой-то Сигизмунд III ваза, скорее всего. Жаль, что он такой покусанный, поеденный. Ну так и старенький же. 400 лет монетки, ребята, 1620-е это. Вот она, Речь Посполитая. Конечно, намного лучше выглядит вот эта вот крестиночка. Полюбуйтесь, красота какая. 3 копейки 24 года тоже, кстати, чего-то стоит, хоть и не в этом сохранчике. Ну и вот они, наши герои. В принципе, если бы не сохран, вот эта монетка была бы очень интересна. Ребята, это у нас 1/2 копеечки 1894 года Александра III. Это последний год его царствования, и эта монета в принципе неплохо стоит, в хорошем состоянии. И даже вот эти полкопейки советские в принципе чего-то достоили бы. А вот эти монеты стоят и сейчас.
поэтому их, конечно, стоит упомянуть. Несмотря на то, что оказалось, что это не редкая разновидность полтинника, у него есть редкая. Видите, на гурте надпись, что ПЛ в скобочках. Если бы там еще было в старой системе единиц надпись в золотниках, он бы стоил бы прилично, порядка $150. 35-й год пятачок, конечно, порадовал. В принципе, из охраны, я бы сказал так, далеко не хуже. Посмотрев на аукционах, я увидел, что там есть проходы в гораздо худшем состоянии. Продают такую монетку примерно 100 плюс-минус $20. Ну, в зависимости от состояния, конечно. Но то ведь аукцион. И, безусловно, монета, которую я вообще не оценил, когда нашел. Типа пятачок 33, 33, я просто не знал. Каюсь, что 33-го года пятак оказывается редкий. Их всего две разновидности. Вот эта разновидность со старым гербом, который ему в принципе полагается, уходит на аукционах порядка долларов за 200. Опять-таки плюс-минус 50 в зависимости от его состояния. Но в сумме, ребята, мы с вами накопали за этот день. Я думаю, что отбил себе расходы на бензин за полгода. Вот так бывает, друзья. Поэтому считаю, что не зря я читал тот стишок. Видимо, это он сработал. Когда я сказал, что ничего не нахожу, земляной дедушка решил мне подкинуть, чтобы посмеяться, что оказывается в земле-то вон сколько еще всего лежит. Искать надо лучше, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Здесь у нас отличные находки. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.